Всем привет! Вот среди моих подписчиков довольно большое количество людей, которые не пьют алкоголь. И это очень верно. И в поддержку, так сказать, этим людям я хочу сделать сегодня напиток, который, на мой взгляд, полезнее, чем кофе, вкуснее, чем кофе. Но переубедить любителей кофе я все равно не смогу. Я обращаюсь к тем, кто обожает чай и чайные напитки. Я имею огромное количество всевозможных травок, муравок, листочков, цветочков, сушеных, несушеных ягодок, замороженных, для того, чтобы постоянно себя чем-то баловать. Сегодня будет такой микс из разных регионов России, который сделает нам великолепный напиток. Вода у меня вскипела. Чтобы было всем более-менее понятно по объемам, чтобы не задавали вопрос, а сколько вы граммов, на сколько вы это закинули и так далее и тому подобное. Значит, смотрите, 600 миллилитров воды выливаю в сотейник и добавляю сюда сушеные ягоды облепихи. Это Сибирь, эта ягода известна не только в Сибири, но и в любом уголке Российской Федерации. Я думаю, что, скорее всего, и в мире. Много же у кого растет облепиха. Очень вкусная, классная ягода. Если ее добавлять живьем, она не дает никакого цвета настоя. Появляется вот эта вот жирная пленочка и желтые разводы. Честно признаться, мне свежая облепиха напоминает вкус облепихового масла, которое я пил в детстве. Но меня заставляли пить, потому что никто, нормальный человек, облепиховое масло вот так вот просто пить не будет. Так вот, сушеная облепиха – это совсем другое дело. Это яркий ягодный вкус и кислота. Я сюда добавляю 2 столовые ложки с горкой сушеных ягод облепихи. Вы их можете купить в интернете, заказать, вам привезут. Следом за ягодами облепихи, это я из Новосибирска еще в свое время привозил, называется, ну, скажем, пока не скажу, как называется. Этот корень, который составит конкуренцию не просто женьшеню, а он намного интереснее, полезнее для человеческого организма, чем женьшень. Это золотой корень. С детства помню его, и поэтому дома всегда пакетик держу. Значит, вот здесь вот небольшая щепотка, тут даже ложки не будет. Отправляю. Ставлю на огонь, начинаю варить. Рассказываю вам как друзьям. У бренда Перо Совы есть торцевые доски. И вот одна из них. Торцевая доска – это уникальная вещь, которая на века вас освободит от всяких лишних проблем, выбора досок каких-то, что-то там куда-то отваливается, где-то выбирается седло. Бабушкины доски, да, вспоминаем? Торцевая доска – это навечно. Люди, которые уважают, ценят и любят кулинарию, они фанаты таких досок. Поэтому, если вдруг у вас еще нет такой доски, обязательно обратите на нее внимание. Доска шикарная. Да, она тяжелая, она такая должна быть мощная, с ножками. Это доска для дома, когда вы ставите ее и начинаете готовить. Не на этих писелюшках каких-то там, что-то там маленьким ножичком нарезали. Вот доска, мужская, настоящая. Женщины обожают эту доску, потому что она, ты ее трогаешь, и она прям дарит эмоции. В общем, внизу под роликом в описании есть все данные. Очень рекомендую. Я торцевыми досками пользуюсь давным-давно. И хочу сказать, проверено мной, это работает. Доска великолепнейшая. Любые сушеные ягоды просто в кипятке не отдадут свой аромат. Его нужно вскипятить. В маленький чайничек, он у меня с ситечком, я добавляю привет из Иркутска. Саган-Дайля. Это не полная столовая ложка листочков рододендрона Адамса, который имеет свой характерный аромат, не похожий ни на что другое. Я их не буду варить, я их буду заваривать уже готовым отваром. Саган-Дайля – это Иркутск, Байкал, Ольхон. Когда где-то попадается Саган-Дайля, пьешь и сразу вспоминаешь эти великолепные воды с самого чистого озера в мире. Ну, я надеюсь, что самого чистого. Последний раз, когда ездил в Иркутск, привез себе прям целый пакет и еще несколько таких пакетиков, для того, чтобы у меня был ассортимент Саган-Дайля. Где-то собирали раньше, где-то позже, где-то осенью, где-то весной. По-разному собирают. И
разный аромат. Схематика, как у чабреца, чабера и всех этих названий одинаковая, да, и здесь тоже одинаковая канва, но чуть-чуть разница есть. Поэтому небольшое количество. В Иркутске стращают, что, мол, типа больше там жменьки нельзя в день пить. Такой стимулирующий. Я пробовал пить только саган-дайля в течение 3 дней. Сплю хорошо, организм себя чувствует хорошо, никаких нагрузок нету. Ну, может быть, я здоров, поэтому никаких отклонений не возникает. Корешки, я про золотой корень, их тоже надо проварить, потому что иначе вот этот вот деревянный кусочек, который высох, он не отдаст ничего в воду. Если мы будем просто так вот заваривать его кипяточком, кипяточек уже через 20 минут опустится до 50 градусов, ну и что там, какая заварка. У золотого корня тоже есть свой аромат, который я очень люблю. И, конечно же, душа, чуть не сказал, прерий, да, душа Сибири, душа Алтая, душа северных и южных регионов, иван-чай, кипрей, узколистный, если быть точным. Иван-чай ферментированный, невероятно хороший. Значит, про иван-чай я обладаю такой информацией. С вами делюсь с удовольствием. У меня мои друзья, Костя Михеев, алтайские друзья, брат его Роман. Привет вам огромный, если вдруг увидите этот ролик. Мне поведали вот о чем. Они одно время занимались изготовлением чая, ну то есть заготовкой чая, иван-чая конкретно. И они пробовали до цветения, во время цветения, после цветения. Ферментировали, пили, делали, значит, заготовку несколько лет. За это время перепробовали все вариации. Так вот они мне говорят, самый идеальный по вкусу, аромату и интенсивности, терпкости, всему прочему, цветности, это купаж из 3 видов ферментированного иван-чая. До цветения, во время цветения плюс цветочки и после цветения. Но только не надо уходить в позднюю осень, да, имеется в виду, как только отцвел иван-чай, можно еще недельку собирать, ферментировать. И вот купаж из 3 видов иван-чая создает самую лучшую картину с точки зрения органолептики, вкуса, аромата и вот этой насыщенности, наполненности организма человека, который выпил чашечку чая и кайфует. Ягодки и корешки проварились. Добавляем сюда ложками, да, 1, 2, 3 столовые ложки иван-чая. И выключаем. Теперь все это размешиваем и даем иван-чаю раскрыться минут 5. Знаете, как заваривают пуэр чайные пьяницы? Вот берется глиняный чайничек, и пуэр насыпается, утрамбовывается, еще насыпается, утрамбовывается до тех пор, пока он не сравняется с крышечкой. Потом заливается кипятком, крышечкой придавливается и держится, потому что он начинает распариваться и разбухать. Да? Вот тут полный чайник пуэра, вот залитый вот небольшим количеством воды по сути, сливается и так до 10 раз. Вот там настоящий танины, там что, это все элементы, которые содержатся в пуэре. Вот так пьют чайные пьяницы. Так, есть такое понятие, чайный пьяница. Иван-чай раскрылся, но он сейчас соберет на себя много воды. Поэтому нужно немножко добавить туда будет. А то сольем вместо 700 миллилитров будет у нас 350. Я сегодня, как вы заметили, не использовал никакого черного чая. Ни цейлонского, ни моего любимого индийского, гранулированного, который все хают, а он на самом деле очень-очень вкусный. Даже пуэрчик не использовал, но это все на следующий раз. В этот раз я хочу прям вот центральную часть России, Сибирь, Алтай, Урал все собрать в одно воедино. И прям бах, русский напиток настоящий. Вот у меня получился, видите, какой темный травянистый напиток. Кто-то не любит вот такой чефирок из иван-чая, но я пробовал разные варианты. Мне нравится, когда иван-чай, вот он прям аж такой темный становится, да? Правильное слово чефир, оно подходит. Так вот, перед тем, как налить горячий отвар в холодный чайник, я его всегда даю стечь в воде, чтобы она стала горячей. Вот когда палец уже не может терпеть, оп,
горячая. Наливаем, во-первых, ополаскиваем чайник, во-вторых, нагреваем его. Для того, чтобы нам еще 2-3 градуса удержать, чтобы у нас чайник так быстро не остывал. И чтобы чайник быстро не остывал. Выливаем все, что у нас есть, вставляем сюда саган-дайля в ситечки. И переливаем через сито, завариваем саган-дайля и переливаем настой иван-чая, золотого корня и ягод облепихи в чайник. Видите, подливал воду, все равно чай забрал, как иван-чай много забирает водицы. Даже 600 миллилитров не получилось. Тогда быстро делаем так. Добавляем еще немного воды. И еще разочек доводим до кипения. Иван-чай еще отдаст свои ароматы и вкусы. Но я хочу сказать, что здесь уже прям то, что надо. То, что доктор прописал. Все, теперь на ваше усмотрение. Вы можете подождать 10 минут, но тогда температура немного упадет. Кто любит кипяток, тот, значит, пьет прям сразу. Но если еще 10 минут подождать, то саган-дайля дольше постоит, больше раскроется, больше аромата даст. И вот, казалось бы, такие простые вещи многие игнорируют. Потому что вот эти травы, они все полезны для нашего организма. Не зря же наши прадеды использовали это у себя в жизни, как профилактику. Не надо же лечиться ими. Потому что у человека нога отвалилась, а у него он там травы, да, кто-то ему там рекомендует. Нет, так не работает. Это работает как профилактическое и вкусовое средство, которое мы используем каждый день для того, чтобы наш организм держать в тонусе, чтобы вкус получать и наслаждаться дарами природы. Добро пожаловать на чаепитие. Приятного аппетита и пейте с удовольствием вот такие вкусные чайные напитки. Даже если в них не содержится чай, это все равно чайный напиток.